Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, хочу подарить заговор простой, но очень сильный. Вы знаете, что все гениально и просто, и все гениальное доступно в нашем случае с вами. Этот заговор создан на основе закавказской мифологии. И эта легенда, этот миф есть как у армян, так и у грузин. О 40 духах-помощниках. Их называют казначеи. Считалось, что за Черными горами есть замок. И в этом замке живет некая колдунья, такая всемогущая, которая время от времени рождает детей, но не одного или двух, а сразу 40. И отправляет этих своих сыновей тому человеку, который покорно и с уважением просит ее об этом. Отдает в услужение своих сыновей. И те, кому отдает она их в услужение, эти люди очень удачливые. Удачливые в своих делах, удачливые по жизни, живут хорошо, сытно, богато. И поэтому многие просили различными методами. Кто-то в горах приносил, ночью оставлял откуп, просил. К сожалению, эти заговоры до нас не дошли. Но легенда осталась, легенда дошла. И многих купцов подозревали в сговоре с этой колдунницей. Говорили, мол, наверняка он выпросил себе этих 40 духов. Казначеев их называли, потому что они берегут казну и приумножают. Что не просто так этот человек удачлив. Вообще любого человека, который удачлив, всегда подозревали в сговоре, в связи с какими-то темными силами. Может быть, во многом они и правы. Только темные силы не означают злые силы. Темные означают тайные силы, доступные не каждому. Я составила свой ритуал на основе этой легенды. И хочу подарить людям, которые занимаются торговлей, которые занимаются своим бизнесом. Да и люди, которые работают, которые бюджетники, они тоже могут рассчитывать таким образом понравиться своему начальству, получить премии, получить повышение и так далее. Что нужно для этого делать? Берете или черный, или красный мешочек. Можете купить, можете шить сами. Сыпьте туда мелочь, любую. Если в вашей стране нет мелочи, возьмите мелочь другой страны. Ничего страшного в этом нет. Но желательно, конечно, свою использовать. Либо пересыпайте мелочь в карман, когда вы торгуете. Перебирая рукой эту мелочь, начитывайте 3 раза этот заговор. Или берете этот мешочек и, звеня вот этими монетами, то есть его так трясете, этот мешочек, и начитываете заговор 3 раза. Каждый день надо это делать перед началом работы. И у вас весь день будут клиенты. Даже те, кто занимается самой древней профессией, я даже для них выставила ритуал. Потому что я не батюшка и не поп. Я, конечно, не оправдываю такой образ жизни, но я не сужу этих людей. Я не знаю, что у них в жизни произошло и почему они пошли на такое. И я вам говорила и повторяюсь, как правило, многие из них очень добродушные женщины, не умеющие отказывать. Вот эта черта. Слабые они. И таких женщин очень легко вовлечь туда. Но
Раз уж они там находятся, как говорится, делай свою работу, любую делай хорошо. Я выставила им, для жриц любви, по-моему, назвала, сейчас не помню, к Астарте. И, кстати говоря, мне отправили подарки, поблагодарили и сказали, что спасибо большое, я в своей профессии лучшая. Ну, вообще, наши девки, они во всем лучшие, даже в этом. Так что, как Путин сказал, безусловно, наши девушки даже в этой сфере самые лучшие, вне сомнений. Ладно, не будем отвлекаться. Но я хочу сказать, что этот заговор сработает для любой профессии, любого человека. Даже если вы котов и собак продаете. Ну, щенков имеется в виду. Если машинами торгуете, неважно. Просто начиная свой день, берете или мешочек так нужно, значит, трясти, чтобы звенели монеты и читать 3 раза. Или пересыпьте эти деньги в карман и там перебирая, чтобы монеты звенели, читайте 3 раза. У вас весь день будут покупки. А потом эту мелочь можете пересыпать в мешок. Если потеряется мешочек, если, не знаю, там случайно потратите, ничего страшного, возьмите новый. Но всегда желательно такие монеты сохранять как можно дольше, чтобы энергия ритуала, она никуда не уходила. Понимаете, она как укрепляется за этими монетами. Что, Гисуня? Гиса там с кем-то играет, но здесь наверняка мышами пахнет просто. Они тащат этих мышей все лето, здесь целый детский сад создают, а потом зимой начинают ловить. Запас себе сюда притаскивают. Начнем. За 7 гор, за 7 морей стоит замок. В том замке царица-полуночница, богатая колдунница, тужится и кричит. Плачет и вздыхает, и 40 сыновей друг за другом рожает. Целует их и обнимает, учит и растит. И ко мне в услужение их отправляет. Те 40 сынов полуночницы, духи казначеи, дарители удачи. Они по купцовой дороге ходили, они золото мерили. В их сундуках золотой почин. В чью судьбу их отправляет, тех они одарят и прославят. 40 братьев казначеев станут моими слугами, помощниками в моем деле. Вот вам, слуги, мой указ. Желаю и заклинаю, чтобы помощь мне чинили, награды бы, преграды бы рушили. Извиняюсь, у меня просто, я стараюсь медленно читать, чтобы часто не фыркать. Желаю и заклинаю, чтобы помощь мне чинили, преграды бы рушили, дела мои, чтоб в гору тащили. Добрую славой меня прославили, богатой долей наградили, деньгами одарили, чтобы мне жить, богатеть, сытно да славно, чтобы мне жить богато, сытно да славно, и столько добра собрать и приумножить, чтобы и внукам, и правнукам досталось, и 7 поколений после меня богато жили и не тужили, и еще бы осталось, и приумножалось. Слово в дело обращайте, что прошу, все исполняйте. Заклято. Давайте еще раз. Когда у меня сильно невроз, а есть причины, да, целый день нервничать из-за канала и всего-всего. Ладно, не будем. И я стараюсь медленно читать, чтобы не чувствовалось это все. За 7 гор, за 7 морей стоит замок. В том замке царица-полуночница, богатая колдунница, тужится и кричит. Плачет и вздыхает, и 40 сыновей друг за другом рожает. Целует их и обнимает, учит и растит. И ко мне в услужение их отправляет. Те 40 сынов полуночницы, духи казначей, дарители удачи. Они по купцовой дороге ходили. Они золото мерили. В их сундуках золотой почин. В чью судьбу их отправляет, тех они одарят и прославят.
40 братьев казначеи станут моими слугами, помощниками в моем деле. Вот вам, слуги, мой указ. Желаю и заклинаю, чтобы помощь мне чинили, преграды бы рушили, дела мои, чтоб в гору тащили. Доброй славой меня прославили, богатой долей наградили, деньгами одарили, чтобы мне жить богато, сытно да славно, и столько добра собрать и приумножить, чтобы и внукам, и правнукам досталось, и 7 поколений после меня богато жили, не тужили. И еще бы осталось и приумножалось. Слово в дело обращайте, что прошу, все исполняйте. Заклято. И 3-й раз. За 7 гор, за 7 морей стоит замок. В том замке царица-полуночница, богатая колдуница. Тужится и кричит, плачет и вздыхает, и 40 сыновей друг за другом рожает. Целует их и обнимает, учит и растит, и ко мне в услужение их отправляет. Те 40 сынов полуночницы, духи казначей, дарители удачи. Они по купцовой дороге ходили, они золото мерили, в их сундуках золотой почин. В чью судьбу их отправляет, тех они одарят и прославят. 40 братьев казначеев станут моими слугами, помощниками в моем деле. Вот вам, слуги, мой указ. Желаю и заклинаю, чтобы помощь мне чинили, преграды бы рушили, дела мои, чтоб в гору тащили. Доброю славой меня прославили, богатой долей наградили, деньгами одарили, чтобы мне жить богато, сытно да славно. И столько добра собрать и приумножить, чтобы и внукам, и правнукам досталось, и 7 поколений после меня богато жили, не тужили, и еще бы осталось и приумножалось. Слово в дело обращайся, что прошу, все исполняйся. Заклято. Хочу вам сказать, что все эти слова, чтобы внукам досталось, да правнукам осталось и так далее, это не пустые слова. Они все учитываются этими силами и исполняются. И каким образом они могут исполниться, кто-то спросит, например. Ну, например, вы ни с того ни с сего получите какое-то предложение, вот возглавить ресторан, стать там директором ресторана. Через некоторое время у вас получится этот ресторан выкупить. Потом вы еще какой-то сделаете, и у вас будет ресторанный бизнес. Многие так начинают свою жизнь. Или вам в голову придет что-нибудь такое оригинальное, возьмете и сдадите. И эти книги будут кормить вашу семью. И вдруг, вдруг вы хорошо поете, и вам предложат, например, петь на свадьбах, потом в ресторанах, потом на сцене, потом ваши диски там выпустят. И это останется вашим детям, внукам, и это будет их кормить и помогать, и давать им финансы. А вдруг у вас получится квартиры купить несколько штук, и ваши дети и внуки будут их сдавать и на это жить, и так далее. Понимаете, это все учитывается, каждое слово. Если вы хотите, чтобы то, что они вам сейчас дают, осталось и внукам бы досталось, то обязательно будет такое дело, такая идея, такая встреча, такие люди придут, такое будет предложение, что действительно то дело, которое вы сейчас начнете, станет основой чего-то такого, что прокормит не только вас, но и ваших детей, внуков и правнуков. Желаю вам всем удачи, всех благ. Просите, и духи вас услышат.